Несколько минут назад криминальная сводка телевизионного Первого канала сообщила о аресте участников проекта «Фабрика звезд» Никиты Малинина и Пьера Нарцисса. Популярные музыканты были взяты под стражу прямо в своем собственном ресторане на Рублевке. За сутки до этого события легендарный российский и советский певец, народный артист России, исполнитель романсов Александр Николаевич Малинин написал заявление в полицию на своего сына. К сожалению, это печальное событие негативно отразилось на здоровье музыкального мэтра, и он был срочно госпитализирован. 41-летний популярный российский певец и музыкант Никита Малинин родился, как говорится, золотой ложкой во рту. С детства он ни в чем не знал отказа и благодаря помощи могущественного отца попал на популярнейший телепроект «Фабрика звезд». Однако большой славы он не достиг, лишь популярный хит «Котенок» и еще несколько песен хорошо известны широкому зрителю. Недалеко отстал от Малинина-младшего и другая звезда российской эстрады – темнокожий красавец Пьер Нарцисс. Его легендарная песня о шоколадном зайце встревожила немало женских сердец. Однако через несколько лет популярный исполнитель был напрочь забыт и, по данным прессы, был замешан в криминальных действиях. Спустя годы два закадычных друга снова встретились и решили открыть совместный бизнес. Пьер Нарцисс гол как сокол, однако голова работает хорошо, и он посоветовал Никите открыть собственный ресторан. Только вот беда, наличных денег нет. Никитос парень озорной, с детства привык у папаши баксы стрелять, и на этот раз обратился к великому отцу. Александр Николаевич, не привыкший отказывать сыну, дал Никите 50 миллионов рублей для раскрутки ресторана. И бизнес пошел в гору. Ресторан африканской кухни набирал обороты. Головастый Пьер Нарцисс договорился о прямой доставке продуктов с его родины, с Нигерии. Да вот только время для работы ресторана друзья выбрали неудачное. Многие продовольственные компании стали покидать Россию, и бизнес друзей вновь пошел по наклонной. Уже вскоре не стало хватать денег на зарплату для работников ресторана и для оплаты аренды здания. В итоге друзья остались еще и должны почти 70 миллионов рублей. И вот тут заботливый сын Никита вспомнил про шикарный автопарк своего отца. И как только такая идея могла прийти в голову. Александр Николаевич Малинин с 1986 года собирал старинные советские машины. «Волга», «Чайка», «Москвич», «Запорожец» – всего более 25 наименований. По словам очевидцев, Александру Николаевичу стало плохо прямо в салоне собственного «Мерседеса». Легендарный певец в свадебном кортеже узнал одну из своих «Чаек». Его сын Никита Малинин не нашел ничего лучшего, как продать 4 ретро-автомобиля из коллекции отца в агентство свадебных кортеджей. Малинин-старший резко отреагировал на это. «У меня с сыном больше разговора нет. Пускай за свои поступки отвечает сам, вместе с другом». По сведениям, одна из ретро-машин автопарка Александра Малинина стоит более 20 миллионов рублей. А вы часто балуете своих детей?